А мы украинская группа, и мы поддерживаем украинскую позицию. Я думаю, что очень много людей хотят разобраться, и очень много людей не хотят разобраться, что бы я сейчас не сказал, это не повлияет на их мнение. Нет смысла спорить с людьми в комментариях, потому что когда ты напишешь один, под ним появится еще 10, ты не сможешь с этим бороться. Вот он делал видео полгода назад, в котором пытался обвинить нас в сепаратистских каких-то там посылах. Глупость. Это нельзя назвать войной, потому что у войны есть хотя бы цели. Сели и будем сидеть. Сидеть, пока Путин умрет, хотя если мы сейчас решили, что если он умрет, ничего не поменяется. Будет классно вообще, зашибись. Деревня посреди города. Привет, ребята! Это Ukrainian Rock Talk, и сегодня мы поговорим с Евгением Абдюхановым, бас-гитаристом группы Ginger. Привет. Привет, Женя! Привет. Здорово, рад видеть вас. И мы очень рады, что ты пришел. 2020 год начался для вас весьма успешно. Вы отправились в тур в поддержку вашего альбома «Макро». Расскажи, каким был этот тур? Вы находились в Австралии, да, до начала пандемии? Да, мы в этом году начали свой тур с Израиля. У нас вначале был первый концерт в Израиле, это еще конец февраля, насколько я помню. Вот. Потрясный концерт, я даже не ожидал, что так будет круто, sold out. И, ну, во-первых, есть там доля такая, знаете, атмосфера дома, потому что очень много иммигрантов из бывшего Советского Союза, очень много русскоговорящих, тем более в Тель-Авиве. Вот. И в целом поддержка была какая-то, ну, немыслимая. Мы выступали до этого в Тель-Авиве в 2016 году, по-моему. Нас не было 3 года, и вот мы приезжаем снова, и весь зал поет песни, причем новые, не то что старые, а новые. Вот. И концерт даже есть в какой-то там бутлеговской записи, и я планирую его в феврале там запустить в наших социальных сетях, потому что и сыграли классно, причем такое было, знаете, ощущение, мы 3 месяца не играли, мы, получается, закончили тур в 2019 22 декабря, в Будапеште. И 3 месяца мы, по сути, не выступали нигде, сидели дома, отдыхали. И вот первый концерт был, знаете, немножко мандраж был, потому что можно было там заржаветь. Ты выходишь на сцену, играешь, как будто ты вчера играл в туре в каком-то. Вообще супер, потрясно. Потом мы полетели в Австралию после Тель-Авива, 6 концертов там. Причем планировалось вроде 5, а 6 добавили, потому что в последнем городе был немыслимый ажиотаж по билетам, пришлось добавлять концерт, у нас как раз была дата, почему бы и нет. Первый раз в Австралии, и это был последний континент, где мы еще не играли. Мы уже играли везде, Азия, Африка, ну, понятно, Америки обе, Европа, ясное дело. И вот последняя точка на карте, где еще не были Ginger, мы, конечно, для нас это такой, знаете, был bucket-list, то есть галочку мы поставили, все, на всех континентах обитаемых сыграли, круто. Вот. Ну и австралийская публика, она такая неиспорченная, к ним не часто, не так, как в Европу приезжают группы или не так, как в Америку, поэтому, опять-таки, поддержка со стороны публики немыслимая. Меня как даже немного обижают там комментарии, мы когда выложили вот этот Alive in Melbourne, полный концерт, очень, не то что много, но были комментарии, что почему такая публика пассивная, почему она там не двигается. Да, ну просто невозможно двигаться, когда в зал на 1000 человек вбивается чуть больше, чем 1000 человек. Они там все вот такие вот, слэм такой, знаете, такой, масса людей двигается влево-вправо на полметра, все больше не получается. Но опять-таки там все поют песни, мит-н-гриты прошли максимально позитивно, потому что, наверное, в отличие там, от какой-то североамериканской публики, вот австралийцы, наверное, чуть-чуть покультурнее, и все очень так было тихо, спокойно. Я не говорю, что там в Северной Америке бывает плохо, просто там это какой-то постоянный движ, и ажиотаж, и вообще все такое на эмоциях, и все очень ярко, а в Австралии все так тихо, спокойно. А в Азии как японцы? В Японии мы никогда не делали мит-н-гриты, мит-н-гритов не было. Но концерты сами по себе там очень живенькие, то есть как бы люди там не стоят, там очень все живо. Дело в том, что Япония, она очень такая камерная и маленькая. Ты должен быть там вообще немыслимых каких-то масштабов, типа Slipknot, чтобы собирать тысячные там залы и больше. А группы, которые вот в таком среднем дивизионе, это залы там 300 человек, 400 максимум. И это вообще, это был какой год? 2000, по-моему, даже 18-й. Или не, 19-й. Все-таки в 19-м. Ну, в общем, это был наш первый раз там. И даже не наш тур, мы ездили ко-хедлайнером с Obscure. Вот. И там все было камерно. А здесь в Австралии уже не камерно. Большие залы.
И, ну, супер, ну, классно вообще. И вообще бывать в Австралии, увидеть там кенгуру, валяющуюся у тебя там под ногами. У нас есть фотка с Антошиным, где он гладит кенгуру, он просто спит, ощущение, что он мертвый. Антошин мертвый? Антошин был потом мертвый в этот же вечер. Кенгуру такой. Ну, дышит там нормально. Вообще супер, классно. Я до сих пор под впечатлением, хотя уже прошло там 10 месяцев, но это воспоминания, которые там навсегда останутся со мной, впечатления, которые навсегда останутся со мной. И на самом деле, я думаю, что как только позволит ситуация в мире, там, с пандемией совсем, ну, Австралия должна быть там одна из первых, куда мы снова поедем, отыграем. Расскажи, вот как коронавирус ударил по деятельности группы, что отменилось, что удалось сделать в 2020 году, и ну, как вообще музыкантам в мире справляться с этой проблемой, что нужно делать во время коронавируса уважающей себя группе? Давайте начнем с частного, с нас. Отменилось все нафиг, просто все. То есть у нас должно было быть где-то 150, ну 130, наверное, 130 концертов в этом году. Из них мы сыграли Австралию, Тель-Авив и кусочек латиноамериканского тура. Пандемия нас застала в Мексике. Там, в принципе, когда мы уже прилетели в Латинскую Америку, уже было понятно, что вот-вот. Мы играли концерты, каждый следующий день был последним, по сути. Вот ты вот играешь концерт и думаешь, классно отыграл, но завтра уже все, наверное, отменят. Ну, не, встаешь с утра, едешь там куда там мы, Гватемалу. Из Сальвадора мы ехали в Гватемалу прямо на автобусе, через горы, там, знаете, там плантации коки и все дела где-то в горах. В общем, интересный был экспириенс. Каждый новый день ты думаешь, что концерт последний. Ну и он оказался последним, когда мы выступали на Heaven and Hell фестивале в Мексике. Причем так получилось, что половина групп слетела, отменилась, не захотели приезжать в Мексику, не захотели там выступать, непонятно, в общем, по разным причинам. И мы выступали как хедлайнеры. Вот. Классно, очень было, ну, интересная атмосфера, но неоднозначно, потому что вот ты играешь и понимаешь, что концерт последний на долгие месяцы. И тогда мы предполагали, что, ну, может, пару месяцев и все, и опять все вернется на круги свои, а как оказалось, видите, уже сидим, декабрь заканчивается. И после этого мы отыграли 15-го, это было 15 марта, точно помню, что Таня день рождения, мы играем 15 марта на Heaven and Hell. Уже играя, мы знаем, концертов больше не будет. И там собираем манатки, ребята приехали сюда в Украину, я поехал в Лос-Анджелес, потому что моя Аня беременна, и мне нужно было находиться с ней. Очень для меня такое тяжелое решение было, потому что мой старший сын Рома здесь был, и я его, по сути, полгода не видел. С момента, как уехал из Украины, и потом, когда вернулся в августе. Вот это был, наверное, самый для меня тяжелый момент в этом году. Не отсутствие концертов, там, не сорванные планы, хотя это все, конечно, бьет по тебе, бьет психологически, в финансовом плане. Но самое тяжелое для меня лично это то, что я не видел своего старшего сына полгода. Это было сложно. А так, да, ну, концертов нет, нужно адаптироваться. И что нужно делать, ну, по моему личному убеждению, нужно продолжать творить, создавать активность. Мы наконец-то получили возможность, когда нет концертов, можно делать то, чего ты не делал до этого. Не делали до этого мы там всякие плейс-ру, какие-то домашние видео, и наконец-то вот этим можно было заняться. Мы этим занялись. Потом где-то к началу лета стало понятно, что, блин, это все надолго, ну и как-то уже получается писать новые песни. Вот мы как бы пишем новые песни. Потом в августе мы снова собрались, приехали все в Украину, все объединились, такие Reunited Ginger, и у нас остались еще песни с Макро. Надо бы как бы снимать клипы на них, потому что, ну, YouTube остался единственной платформой продвижения. Концертов нет, вот только через YouTube. Мы начали снимать клипы. Сняли Prophecy, сняли Home Back, и в сентябре мы еще съездили и поиграли концерты. Вот это было... Скажи про эти концерты. Это такие были как бы безопасные концерты. Да. Я так понимаю, что какая-то критика понеслась, что вы были первыми, кто начал эти концерты делать, да? Понимаешь, сейчас нужно... Вот Таня пару дней назад запостила интересный мем, что, ну, типа, опасно иметь свое мнение. Да? Все, что бы ты не сделал в нашем современном мире, кто-то найдется, кто тебя будет за это критиковать. Да, концерты были действительно social distancing, согласно правилам, установленным медицинскими учреждениями в каждой конкретной стране. Играли мы в Германии и Швейцарии. Вот, и если в Германии правила очень жесткие, то есть сидячий зал,
8-10 человек за столом, формат Октоберфеста на самом деле. Почему они это сделали? Потому что вот они привыкшие к этому. Ты сидишь за столом, пьешь пивас, там играет группа. Вот так это и было. И сколько человек можно было собрать с таким раскладом? Там, по-моему, 30% от capacity. Мы играли в зале в Мюнхене, в котором еще год назад было 1500 человек на нас. А sold out. А в этот раз sold out был 300. Это рентабельно было ехать, да? Да, потому что стоимость билета соответствовала. То есть, понизив capacity клуба, вместимость, да, по-русски, то они подняли стоимость билета и тем самым выровнялись. Вот так. Ну, это неизбежное следствие вот этой всей ситуации. То есть, если человек соскучился по концертам, он готов прийти и заплатить внушительную сумму за концерт. И я благодарен каждому, кто пришел на эти концерты, потому что, ну, лично для нас это был такой глоток свежего воздуха. И, насколько я помню, люди, которые сидели в этом зале и смотрели концерты, тоже для них было вот такой, знаете, способ убежать от этой реальности. Потому что вот, наконец-то, они слышат реально играющую группу на сцене с живым звуком, с давлением звуковым и наслаждаются этим всем с друзьями, с которыми пришли. Вот, насчет критики. Ну, как я уже сказал, то есть концерты проходили согласно правилам, установленным медицинскими организациями. А вот в Швейцарии правила, по сути, отсутствовали. И это это законно было. То есть единственное, что они делали, это впускали людей через разные входы по 100 человек. И вот эти группы 100 человек, они были разделены барьерами. Ну и ношение масок. Это все. То есть больше у них никаких правил, регуляций нет. Более того, в первом городе ношение масок даже не было обязательным на улице и в магазинах. Я встал с утра, прихожу в супермаркет, там что-то сыра купить. Люди без масок ходят. Бабушки, дедушки, все нормально. На концерте все стояли в масках? На концертах большинство людей было в масках, естественно, но были люди, которые, как всегда, антимасочники. То есть я не одену. Ну, здесь как пришли люди в масках, потом стали бухать, уже маску сняли, Да, все да, пошли то есть в Швейцарии это... Да, слэм был. Был слэм. То есть, естественно, когда человек из Штатов, который запуган в течение полугода вот вообще всей этой ситуацией и постоянной пропагандой из медиа, а она есть, то когда он это видит, у него возникает вот эта вот реакция. Как вы себе это позволили? Да блин, ну мы же это себе не позволили. Мы вышли на сцену, всем остальным занимался промоутер. И он все сделал законно. Иначе пришла бы полиция, если бы там хоть какое-то было отступление от правил, пришла бы полиция, закрыла бы, посадила бы в тюрьму. Вот так. А люди просто склонны, особенно в интернете, делать очень скоропостижные выводы из ситуации, абсолютно не владея ситуацией, информацией. Они просто выдирают из контекста какой-то факт и начинают его по-своему обрабатывать, исходя там из того, где они живут, в каких условиях они живут и что им сказали. Все, но эти же выводы, они никак не, они не обоснованы, по большому счету. Но другие группы поехали после вас тоже в подобные туры или нет? Никто. Да? Нет, мы были, по сути, первой не европейской группой, не группой из Евросоюза, которая приехала из-за рубежа, сыграла концерт и уехала, и после этого не было. То есть американцы, естественно, не приезжали, никто не приезжал отсюда, из постсоветских стран. И внутри Европейского Союза, то есть были группы, которые там поляки, французы, немцы, которые играли туры. Я знаю, что Vader играли тур, вот, у них часть концертов отменилась, часть произошла. Вот. Но я даю им должное, я считаю, что это то, что каждая группа должна была сделать, если у них была возможность. Потому что музыка не должна быть интернет-музыкой, не должна скатываться в бесконечные стримы, записи, вот эти постановочные видео, где якобы там мы играем у себя в комнате, потом мы это все перезаписали, пересвели, и вот, пожалуйста, якобы это лайв. Так это не работает. Потому что через 2 года или там через год мы все равно выйдем на сцену, и все увидят, как вы играете, ребята. Так не получится. Вот. А по сути тенденция такая, что все скатывается к этому. Я считаю, что в сентябре была возможность сыграть, мы сделали правильно, что поехали сыграли, и побольше бы таких бы вообще попыток было, но их было не очень много, к сожалению. А в сравнении с мировыми площадками, вот какой уровень фестивалей и концертных площадок в Украине, которыми довольствуются слушатели? Все плохо. Все плохо. Мы сейчас в Теплом Ламповом, и вот таких клубов, как Теплый Ламповый, в столице какой-нибудь европейской и не 1, и не 2, и даже не 10. То есть, а у нас 2? 2. Да. Теплый Ламповый и Волга. И Волга. А таких клубов, как Монтерей, вообще нет? Нет. А они нужны? А они нужны. И нет теперь бинго.
Бинго, да. Вот. И более того, мы говорим сейчас с вами о Киеве. А давайте поговорим про Харьков, Днепропетровск, Львов. Лучше молчать. Да, это Харьков, Днепропетровск и Львов. А давайте поговорим про Винницу, да, Ивано-Франковск какой-нибудь. Вот. И чем дальше мы будем залезать... А Одесса, в Одессе тоже ж ничего нет. В Хотя ДКшках раньше все делали, да? Да, в ДКшках все делали, потом ДКшки себя изжили по многим причинам. По материальной технической базе, и они просто надоели, это неудобно. И, извините, ДКшка большой зал. И дорого, аппарат туда поставить дорого. Большой зал, да. То есть это не сейшн, не концерт на 200 человек. Никак, вообще никак. Вот. И все очень плохо. У нас нет инфраструктуры. Абсолютно нет. А инфраструктура — это одно из подспорий для развития сцены. Поэтому наша сцена не развивается. Ну, там есть много причин, мы можем сейчас уходить в дебри, но сейчас, если вопрос стоит о клубах, то с клубами все плохо, их просто нет. И ситуация с пандемией все еще больше усугубила. Ну, бинго закрылся, по сути, из-за пандемии. И не открылись клубы, которые собирались открыться, Правильно, да? правильно, да. Что касается фестивалей, фестивали есть. И мы видим там заявленные громкие имена на следующий год. И уже приезжали громкие имена. И организация... Конечно, нельзя сравнить организацию даже самого лучшего украинского фестиваля с просто хорошим фестивалем в Европе. Какой самый лучший украинский фестиваль? По организации. Я не выступал на Ю-парке, я не знаю. Атлас хороший, но, знаете, доверять охрану и вот этот весь порядок, скажем, охрану, security, да, тем людям, которые этим занимались, была большая ошибка. А кто там был? Ну вот, я не буду называть имена, не надо, давайте без имен. Но методы были чуть ли не фашистскими местами. То есть там вот эти блокпосты, короче. И, я такого нигде не видел. Даже в Германии, где очень все серьезно с организацией и с security. Да, то есть они же там боятся террористических атак и все остальное. Вот, и они там происходят. Вот. Но как в Украине это иногда бывает, это, конечно, перебор конкретный. Но в целом Атлас, суперфестиваль, файне місто. На Заходе уже давно не выступали, но там тоже было хорошо в свое время. Мне почему-то Файне Місто запомнилось. Файне Місто однозначно у меня, наверное, мой любимый, но это не совсем объективная оценка. То есть там есть атмосфера, которая нравится мне. Там есть ростик, там есть вот это вот, добродушие, открытость и панк-рок. Чего нет на Атласе и на Заходе. Да, но это мое субъективное мнение. Если так взять, то да, Файна, наверное, мой любимый. Сейчас вот Ю-парк выстреливает, там серьезный такой состав, и цены Да, нереальные для Украины. То есть все я вот смотрю, что первый фестиваль с европейскими ценами. Вот интересно, как это все зайдет. Наверное, ставка на то, что приедут европейцы еще. Ну вот. А зачем им ехать сюда, если у них есть свои фестивали такого уровня? Есть много причин. Секс-туризм. Секс-туризм. Не будем отрицать, это факт. Ну да. Это факт. Это да. нормально. Вот. К тому же, в целом, дешево и интересно, и потусить, не только в плане секс-движухи, но и в плане просто потратить минимальное количество денег и получить от этого максимальное КПД. Вот так. Поэтому я думаю, что это может сработать. Не уверен, что это сработает этим летом. Имена, конечно, громкие, согласитесь, да? Посмотрим. Я бы с удовольствием со стороны посмотрел, как это все пройдет. А смотрел трансляцию Бума 2020? Трансляцию не смотрел, узнал, что мы там каким-то образом даже участвовали за день до Бумы. Я знал, что она проходит, так что-то попадал на какие-то посты, не видел, что там есть Джинджер. Узнал об этом интересно, я писал Олесе из Брыща. Вот, у меня к ней вопрос один был. И она мне говорит, так вы же вот это завтра где-то там участвуете. Где мы участвуем? Что, Бума? Неужели? Захожу там, ной, думаю, ой, боже мой. Вот так. Более-менее знаком, по-моему, с результатами. Водили же это с Ладом. Это моя идея была, предложил, давай проведем. Нет, смотрите, то, что вы это сделали, это, конечно, вам за это респект. Это Влад сделал, я, по сути, только предложил площадку. И Владу за это респект, потому что если бы Бума не была, то очень вероятно ее не было бы вообще после этого. То есть суть же в чем? Суть в ежегодной премии. И поэтому нужно было поддержать проект. Как это было сделано, это уже другой вопрос, потому что, тут можно высыпать гору критики, потому что
Первое, что мы обсудили с ребятами, когда встретились на репетиции, вот пару дней назад, это, ладно, понятно, альбом, все ясно, там есть жюри, они выбрали альбом. Ладно, понятно, видео тоже. Жюри выбрали видео. Как можно выбрать лучшую группу без выступления и без, по сути, активности в течение года? Ну, то есть, никто же туры не играл. Релиз, это альбом. Клип – это клип. А группа, что сделала группа? Релизы, клип, собственно, по Да, а как можно выбрать лучшую? Никак, согласитесь, это не объективный, скажем, не объективная номинация в этой ситуации. Не объективная вообще. Это мое мнение, я не хочу никого обидеть, просто его здесь выразил. А вообще следишь за украинскими рок, метал-группами? По мере возможности. По мере возможности. Кого можешь так выделить? Однозначно нужно говорить о топах вроде «Покруч», это фирма, и вообще это киевская школа металла, типа там Мегамаз, Злам, который вроде не существует, но продолжает жить в Джинджер. Вот. И вообще, надо сказать, что как творческие люди из Злама, они же продолжают играть, у них сейчас есть новые там проекты, и там супер музыка, и вообще потрясно все. Велихан, фирма, класс. Мегамасс будет реюнион скоро. Да, я слышал. Да, интересно. Я слышал. Но для меня Мегамасс это такая, знаете, знаковая группа в украинской тяжелой музыке. Я их переслушиваю, и мне все там очень нравится. Вот, наверное, моя любимая украинская группа. Помимо этого, надо же еще там отметить 19-14, да. Может быть, это просто уже не моя музыка, я когда-то, там, 10 лет назад интересовался таким, сейчас я уже такое не слушаю. Но это достойный коллектив, который имеет свое лицо. А вот ребята с лейбла, Space of Variations, Moton... Если бы я сейчас еще раз говорил про Space of Variations после того, что мы делали. Понятное дело, я имею непосредственное отношение к Space of Variations. Я там нахожусь... Был вообще вопрос о том, что я буду там со-менеджером, но я не способен просто совмещать. И немножечко у меня там не сместились интересы в этом году, но я там все равно помогаю их менеджеру нынешнему, потому что это еще и наш менеджер, и вообще он их стал менеджером, потому что он был нашим менеджером. И там Space of Variations в прошлом году играли с нами в туре, целый тур европейский. Вот. И вообще кенты классные, я уважаю пацанов, и с днем рождения, кстати. Вот. Еще раз об этом сказать зачем? Окей. Группа топ, группа на лейбле мировом. Да? Красавчики. Красавчики, пацаны. Расскажи про альбом, про Мортона расскажи, как вы с ним работаете, что он нового вносит. Удивляет ли он вас чем-то? Или вы уже просто привыкли к его уровню? Как это все Невозможно привыкнуть к уровню Мортона, потому что каждый раз, когда мы приходим к Мортону, его уровень становится выше. Вот так. Группа растет и растет Мортон. И мы друг другу это постоянно говорим. Пацаны, вот это вы, конечно, молодцы, выросли. Макс, какой звук, вообще супер, вообще какой подход, супер. Мортон — это часть нашей команды. Он ответственен за весь наш звук, начиная с Cloud Factory. То есть мы уже сделали Cloud Factory, King of Everything, Micro и Macro. С ними. 4 релиза. И помимо этого он делал мастеринг на Alive in Melbourne и еще кучу других каких-то минимальных там сведений. Без Мортона никуда, и я счастлив по этому поводу. Классно, что у нас такие отношения с ним. И лучше, чем он сейчас в Украине в плане звука, мое мнение, нет. У них там есть постоянное соперничество с Кнобом, но из них двоих я выбрал бы Мортона, и выбрал уже. Мы выбрали Мортона. И остаемся с ним. Мне Мортон понравился с подходом своим, как вот это располагает, расслабляет тебя. Это очень важно. Это очень важно, потому что находиться в записи в состоянии загнанного зверя, это никому на пользу не идет. Может быть, разве что звукорежиссера, если он получает от этого удовольствие, если он садист. Вот. Макс не такой, он постоянно пытается максимально всех расслабить, и с ним комфортно работать. Но ладно, комфорт комфортом, надо же признать, что его подход к звуку и его в целом подход, он же очень четко сочетается с нашим подходом. Мы уже
второй релиз, пытаемся максимально добиться максимально живого звука, отсутствия сэмплов, реального звучания инструментов. И Макс понимает нас и движется с нами в этом же направлении. Мне сложно представить сейчас кого-то другого, который точно так же бы четко чувствовал вот эту живость, которую мы хотим привнести в нашу запись. А вы собираетесь продолжить тур, поддержку альбома «Макро»? Нет, «Макро» закончился. «Макро» закончился на 99%, осталось только одно видео, еще одна песня, это «Pose in Death». И все, с «Макро» покончено, потому что, надо признать, что пандемия убила альбом. Мы не успели его поддержать турами, при всей колоссальной все на него, при всех этих ревью от мировых медиа. Когда началась пандемия, он просто, все заглохло. Он стал на сегодняшний день старым альбомом, поэтому дальше мы его продвигать не будем, и, если честно, я уже и не хочу. Сейчас мы уже имеем 5 песен, записанных в препродакшене. И еще есть куча наработок, скетчей, черновиков. Все это выливается в новый альбом и следующий этап для Ginger. Смотри, давай к более таким вопросам насущным придем. То, что вот перед интервью поговорил с двумя людьми совершенно полярными по своим взглядам по поводу группы Ginger. Одного спрашиваю, что для тебя группа Ginger? Говорит, это группа, которая добилась такого уровня, что им украинские музыканты только в основном завидуют, и вот до такого уровня реально кто-то когда-то дойдет. Второй говорит, они там ватники, сепаратисты, я с ними вообще ничего не хочу иметь, я за ними даже перестал следить, они мне противны, типа. Вот, вопрос тебе такой. Несется куча критики давно по поводу разных вопросов. Вот последнее это было по поводу анонсированных концертов в России. Я не знаю, они перенеслись на 21 год? Перенеслись. Перенеслись. Расскажи, пожалуйста, сейчас была идея сделать эти концерты, это ваша была идея или это была идея лейбла? И принципиально ли эта позиция была провести эти концерты, или вы об этом вообще не думали? Нет, думали, конечно. Это очень такой широкий вопрос, давайте по порядку. Я думаю, что очень много людей хотят разобраться, и очень много людей не хотят разобраться, что бы я сейчас не сказал, это не повлияет на их мнение. Потому что для них, я считаю, в первую очередь, во главе угла вообще стоит не объективная оценка наших действий, а вот та самая зависть. Начнем. Во-первых, как вообще организовываются концерты? Концерты организуются следующим образом. С букером, не с лейблом, связывается промоутер и предлагает условия. И мы отказывались от российских концертов в течение 5 лет. Почему? Потому что, во-первых, не было времени, были постоянные туры в Европе. Во-вторых, да, мы не хотели бороться вот с всей этой негативной реакцией, объяснять людям, что действительно стоит за концертами, объяснять нашу позицию. Не было на это времени. И вот почему-то в конце 2019 года очередное предложение, мы пообщались, учитывая то, что происходило к тому моменту с Ginger в Украине, мы приняли решение сыграть все-таки в России. И во многом это было несколько эмоциональным решением, и я объясню почему. К 2019 году мы не дали в Украине ни одного интервью. К концу 2019 года, в течение 2 лет. В 2018 году было одно интервью весной, и вот до этого момента, до конца 2020-го, с весны 2018 года, никто не пришел к группе Ginger и не предложил сделать интервью. На альбом «Макро» в Украине написана одна рецензия. Даже после всех скандалов и всего этого никто не захотел сделать интервью? Никто не захотел разобраться в ситуации. И никто не написал ревью на «Макро» еще до анонсирования российских концертов. То есть возникла ситуация, как я ее вижу, что в Украине, вообще у нас, нашего человека, есть такой, наверное, отрицательный аспект менталитета, что они уже далеко, они уже чего-то добились, им не надо. Зачем? Зачем вообще? Они там, не надо, не хочу, не буду. Вот. Они молодцы, все, и не будем. Не будем писать, не будем освещать, не будем общаться.
Ну, когда был концерт, кстати, в Киеве, почему-то очень многие начали проситься на концерт. Я не знаю, то есть реально сделать... проситься стали? Да, какие-то там СМИ. Да. Но, опять-таки, это опять-таки, наш менталитет такой жлобский. Прийти на концерт на халяву, короче, или реально поработать, если ты мнишь себя музыкальным журналистом. Что-то написали по итогам концерта? Да, было парочку, 2 или 3 ревью, короче, было, да. Ну, то есть, возьмем 2019 год. Концерты группы Ginger в Японии, в Южной Африке. Вы хоть одну группу знаете из Украины, которая в Южной Африке играла? Ну нет, таких не было. Никто, вообще никто не был, никто не выступал в Южной Африке. Вот. Ну и в Украине вот такая реакция всех наших пресловутых СМИ. И к концу года это уже так накопилось, что, очередное предложение из России, и уже, мне лично, я со своей колокольни сейчас говорю, что уже так надоело, что если и так никто не говорит в Украине о Ginger, то, что дальше? Уже поехали, сыграем в России, стопудово заговорят. Так и получилось. Но опять-таки, заговорили все в комментариях и в интернетах, но никто не пришел и не задал конкретные вопросы. Потому что легче вот эту грязь поливать в комментариях, чем сесть напротив человека и начать диалог. И, возможно, получить такие ответы, которые будут тебе там неудобны, или ты там не сможешь вообще осознать мировоззрение человека. То есть никто к этому не пришел. И да, мы приняли решение играть, анонсировали концерты, и началось то, что началось. Вот. Как ты отреагировал на комментарии? Принял ты это близко к сердцу? Конечно, принял. Или положил болт Естественно, на это? Нет, я принял близко к сердцу. Особенно близко к сердцу принял комментарии от людей, которые еще вчера жали мне руку, улыбались во все 32 зуба, а сегодня они решили написать, какой я гондон. И таких людей много. Из близких знакомых такие тоже были? Да, из знакомых, из музыкантов, из сцены, людей, которые организовывали нам концерты. Уже после, кстати, мы же выступали в России в 2015 году. И там тоже было говнеца накидано. Вот после тех концертов в 2015 году, после вот этих постов, которые мы по-любому сегодня затронем в нашей беседе, они все об этом знали, они делали нам концерты в Украине, они были организаторами, они водили нас в ресторан, сидели с нами за столом, пили с нами пиво, вот с разинутыми ртами расспрашивали о концертах во всем мире, и никто из них не говорил ничего плохого. Как только группа Ginger скаканула выше, и понятное дело, что они уже не привезут нас на свой микрофестиваль, в свой клуб, они поняли, что ничего уже общего нет, значит, можно подбить говна. Или группы, которые были с нами в одной гримерке на фестивалях, или где-то на концертах в Киеве, тусовались с нами, пили с нами из одного бокала. И как только группа стала чуть дальше от них, они поняли, что Space Operations уже в тур поехали, больше никто в тур не поедет. Значит, можно подлить говна. То есть так получается. Но я это так вижу. Другого вывода я из этого не делаю. Хотя никто же не скрывал позицию. У нас на этих тусовках все всегда подходили и спрашивали, что вы думаете? Мы то, что думали, то и говорили всем в лицо. И все продолжали улыбаться и здороваться. А теперь нет. Теперь можно написать комментарий. И опять-таки, если бы кто-то пришел и сказал, вот вы гондоны, мы хотим взять у вас интервью. Я бы сказал, давайте, без проблем, сядем, пообщаемся на камеру, вот так. Только, естественно, резать ничего не будем, а вот как оно есть, так и оставим. Но никто этого не сделал. Вы не думали в другом формате как-то объяснить свою позицию, записать, например, видеообращение? Да, но видеообращение — это не диалог. Вот сейчас что отличает видеообращение от того, что мы делаем сейчас? Сейчас вы со мной общаетесь, вы можете задавать дополнительные вопросы, я могу приводить доводы, вы можете приводить свои доводы. Вот это живая беседа, здесь рождается истина. Видеообращение — это просто очередной выброс туда, под которым появится такая стопка троллей со своими комментариями, и которых всем не ответишь, это невозможно. И сколько бы ты ни ответил, нет смысла спорить с людьми в комментариях, потому что когда ты напишешь один, под ним появится еще 10, ты не сможешь с этим бороться. Поэтому единственный способ осветить свою позицию по поводу концертов в России, ситуации с сценой в Украине, это только интервью, которого не было 2 года. У группы Ginger, которая сыграла 150 концертов в прошлом году, попала в чаты, солдат концерты, туры в Америке, а интервью нет. Вот так.
Смотри, ездит много артистов украинских из поп-индустрии выступать в России, да, там Дорн ездит, там Лобода и тому подобное. Когда речь заходит о метал-группе, сразу намного более гипертрофированная реакция, потому что как бы протестная тусовка, изначально рок протестный, да, то есть от вас ждут чего-то другого, от вас ждут, что вы будете поддерживать какую-то украинскую позицию, если вы украинская группа, да. То есть, А мы украинская группа, и мы поддерживаем украинскую позицию. вот интересно разобраться в позиции. Во-первых, Очень, очень просто разобраться. скажи, пожалуйста, вот у вас группа 4 человека, да, сейчас, плюс Саша Карданов, там, менеджер, плюс еще там Мортон, да, который пишет. У вас у Ну, всех... Саша не менеджер, он, скажем так, координатор. звукорежиссер и такой завхоз. Это его сфера, он этим занимается. И, несомненно, он часть коллектива. Я понял. Скажи, у вас политическая позиция, она как бы общая у коллектива? Абсолютно вы общая. все вместе поддерживаете эту позицию? Да. Или у каждого есть свои какие-то там нюансы? Отступление от общей То есть ты озвучиваешь тенденции. позицию всех этих людей? Да, я озвучиваю позицию всех этих людей. Я понял. Ну вот это очень важный момент. То есть и скажи тогда, пожалуйста, вот первый вопрос по поводу, ну как ты относишься к ситуации, которая произошла в 2014 году? Да, Да это трагедия. Кто был инициатор? Трагедия. Кто виноват в этом? Моя четкая позиция, ну и, наверное, позиция группы Ginger, раз мы уже пришли к выводу, что я считаю, что виноваты в этом обе стороны. И знаете, я основываюсь, то, что я сейчас вам буду говорить, это не то, что я прочитал в интернете, и не то, что я увидел по телевизору. Все, что я сейчас скажу, я видел сам. И то, что, ваш выбор, верить мне или не верить. В 2014 году я вернулся из первого европейского тура, западноевропейского. Мы до этого играли там в Румынии, в Болгарии. А вот в 2014 поехали туда, на запад. Там Париж первый раз был. Мы вернулись в середине мая. И вот как раз началось. Начались там бои за аэропорт в Донецке. И надо мной и над моей головой начали летать сушки. На бреющем полете. Над городом. Над Донецком. Еще мирным. Большая часть города еще мирная, происходит столкновение в аэропорту, люди ходят на работу, женщины ездят с колясками по бульвару Пушкина в центре Донецка, над ними летает самолет. На следующий день вся шпана с моего района переодевается в форму ДНР. Шпана, то есть ты считаешь, что воевали на стороне ДНР, это шпана Донецка? Ну вот пацаны, которые... Нет, они там, подождите, дойдем. Меня останавливали на районе люди в этой форме, с которыми я ходил в школу. С соседнего подъезда гопники оделись в форму ДНР и пошли. Их мамы, сидящие под подъездом, остановили меня буквально в эти же дни. Сказали: ой, Женек, а у нас там пацаны пошли в ополчение. Мы там собираем на тормозки. Тормозок — это по-донецки перекус с собой. Собираем, я говорю: ребята, даже не лезьте ко мне, я к этому отношения не имею, все, извините, пожалуйста, я пошел. И меня вслед там: вот было, такого еще не было, бабки, мы же для своих. Вот я говорю то, что я пережил. Ты говоришь про гопников и про каких-то шпану, а нормальные люди И нормальные люди тоже в том числе. Кто-то пошел, кто-то погиб, кто-то ушел, не стал продолжать участвовать в этом бреде. Кто-то до сих пор там. Вот так. И поэтому, с моей стороны, то, как я это видел тогда, и какой я тогда сделал пост, про который все отлично вспомнили, как только анонсировали концерты. Хотя все про него знали, все знали. Яков, организатор Захида, знал про этот пост, я с ним сидел лично и обсуждал его. Про пост, в котором написано про гражданскую войну. Севастьян, организатор завантажения, знал, я с ним лично сидел и обсуждал его. Мы вели беседы философские на эту тему. Все про него знали, но почему-то сейчас вспомнили вот сейчас. То есть тогда, опять-таки, никто не обращал на это внимания из людей с Западной Украины, организаторов фестиваля, а сейчас резко начали обращать. А к чему приводили эти беседы обычно? Вот мне интересно. Мы находили какое-то решение у себя между собой, находили какие-то компромиссы, ситуации. Это такое был, знаете, дискуссии, не больше. Дискуссии Но вы не ругались, вы именно Никто обсуждали. не ругал, мы обсуждали. Да, возвращаемся к теме. О чем мы, собственно, говорили? Мы говорили о ситуации в 2014 году. Я не отрицаю участие России в этих боевых действиях на стороне сепаратистов. Не отрицаю. Это факт. Я был бы идиотом, если бы я говорил, что это не так. Но я не отрицаю участие людей, с которыми я рос, дружил, соседей, знакомых из Донецкой области с украинскими паспортами в этой, по сути, войне.
Ты не думаешь, что влияние пропаганды, которая работала Однозначно. над этими Однозначно. Это людьми, влияние может, даже пропаганды. не сильно виноваты. Они пошли, потому что их так Но они зарегулировали, пошли. грубо говоря. Пошли. И никто в Украине об этом не говорит. Пост 2014 года мая про Сергея Гришина, моего давнего товарища, погибшего вот в те же числа, в мае 2014, которого я знал к тому моменту лет 10, я с ним вместе занимался спортом. Человек с украинским паспортом погиб на той стороне. Я еще могу привести примеры погибших. Вот такая ситуация, ребята. Да, пост написан на эмоциях в мае 2014 года, однозначно. Но все люди, которые, вот есть даже там Михаил Запоризский, этот бешеный, больной придурок, который там делал видео, вот он делал видео полгода назад, в котором пытался обвинить нас в сепаратистских каких-то там посылах, где я никогда не выступал за сепаратизм. Более того, если уже говорить о моих постах в интернете, давайте откроем пост за февраль 2014 года, в котором я четко и ясно говорю, что я не хочу жить ни в России, не, цитирую, как это написано там в Криворожской Донецкой республике, я не хочу в этом всем жить, я хочу жить в Украине, я гражданин Украины. Почему этот пост никто не поднимает? Почему его никто не читает? Потому что вы выгодно выдрать из контекста один и правильно показать его. Да? Ну, получается так. И более того, давайте поговорим еще раз об этом посте. Что там написано, насколько я помню? Я не помню дословно, но суть там написана «Остановите войну». Не в том, что это гражданская война или какая-то еще. Там написано «Остановите войну». Кому ты обращаешься? Обращаюсь ко всем в том посте. Ко всем, ко всему миру. Как может украинская власть остановить войну? Пока ей выгодно, она не будет ничего останавливать. А ей выгодно. Но она может либо прекратить военные действия и отдать территорию России, либо В продолжать том-то и дело. колупаться, Сейчас как есть еще одно заблуждение. Никто не говорит о том, чтобы отдать территорию Ну, либо России. взять Приднестровье еще одно там. А оно уже есть. Ну вот, да. А оно таким и останется. Я уже с этим смирился. Знаете, я был в Приднестровье еще в 2012 году. Случайно. Заехал по пути. Я тоже был. Да. Там Я жопа видел полная. людей с паспортами Советского Союза там. Вот. Это жопа. Это там, ну, ты хотел бы, чтобы та территория твоя родной край... Так был я и как не здесь? хотел бы, чтобы она отделялась, в том-то все и дело. Я всегда был против сепаратистских движений, всегда. И я об этом говорил в социальных сетях, но, блин, никто это не вспоминает. Все вспоминают один пост, Ну, в просто- котором я говорю о смерти своего друга. Ну, просто есть реально возможность у одного человека в мире закончить эту ситуацию. А он этого не хочет, потому что ему это невыгодно. Вы А о том самом, да. Владимир Вот, Владимирович? Да, вот он может реально закончить, но Да, он этого но не ему делает. невыгодно. И поэтому его многие ненавидят, да? Естественно. И как бы желают ему И- смерти, как мой дед, например. Говорит, я бы, вот он мне звонит в конце каждого разговора, мне дед говорит, вот я бы хочу, чтобы он сдох. И понятно, как бы, почему-то он все время мне это говорит. Как вы Чтобы я не думаете, забыл. если бы сейчас Путин умер, все изменилось бы? Да, в России такая жопа, что, наверное, бы его нашелся бы такой же гад, который бы его подменил. Ну, вы же сами Как бы, ну, понимаете. это Ничего бы не понятно. поменялось бы. Но он, тем не менее, это все проинициировал в свое время, да. Начал с Крыма, закончил этим. Да. Хорошо, что на этом закончилось. Могло быть и хуже, да. Могло быть и хуже. Также могла быть Харьковская область, где-то Одесская Могла быть, быть, да? могла быть. Вот. Ну, ты против сепаратизма. Я изначально. однозначно против сепаратизма, и более того, я об этом всегда говорил, я могу сказать об этом еще раз, это абсолютно глупая идея. Глупая идея. Более того, она еще глупее. Если вы знаете, все же там в курсе, что в ДНР выдают паспорта ДНР. Да. А вы кто-нибудь видел их? Нет. Нет? А знаете, что там написано? Донецкая Народная Республика Украина. Через запятую. Чтобы запутать всех. Это то, что происходит с 2014 года, это трагедия и абсолютная глупость. Глупость. Это нельзя назвать войной, потому что у войны есть хотя бы цели. Захват территорий там, или что-то еще. Здесь нет ничего. Здесь даже об отделении никто не говорит с их стороны. По сути. Они просто принимают, им выдают эту бумажку, ничего не стоящую. Там уже написано, что вы ничего не отделились по большому счету. За что вы боретесь? А за что борется Украина уже 6 лет? За возвращение территории или за возвращение людей? Я думаю, за целостность территории в первую очередь. Чтобы А не что отдать важнее, территорию. люди или территория? И то важно, я считаю. А вы знаете, что с каждым годом, чем больше мы ждем чего-то, ждем, вот по сути, что происходит, как вообще украинская позиция? Сели и будем сидеть. Сидеть, пока Путин умрет, хотя если мы сейчас решили, что если он умрет, ничего не поменяется.
А что могут они сделать? Что может сделать Зеленский в этой ситуации? Зеленский вообще, наверное, ничего не может сделать, по большому счету. Суть в чем, что я сейчас хотел сказать, что за 6 лет в Донецке выросли люди, которые уже себя просто с Украиной не ассоциируют никак. Это большая трагедия. Это не просто трагедия, это катастрофа. Вы представьте, сколько тысяч молодых людей пошли в вузы в этом году или пойдут в следующем, которые по сути не украинцы никак. Никак. Как с ними быть? Что произойдет, если там свершится чудо, дай бог, я в него не верю, но все равно. И сейчас в России просто Навальный придет к власти, отдаст Крым, отдаст Донбасс, выведет оттуда своих спецов. Что произойдет с людьми, которые, во-первых, воевали на стороне сепаратистов, которые выросли в ДНР и никак себя не ассоциируют с этой страной? Как вы будете их интегрировать? Очень просто. У них будет два варианта. Либо эмигрировать в любую страну мира, либо привыкать жить в Украине по украинским законам. Вот и всё. Но это очень простое решение, если особенно не учитывать, сколько там людей. Каждый будет для себя уже решать сам, понимаешь? То есть думать своей головой. Плохо, когда за них кто-то подумал. Да за всех уже подумали. За всех уже подумали, всем навязали точку зрения, и все сидят и за нее держатся вот этим со своим бешеным патриотизмом. Тем патриотизмом к русскому миру, здесь патриотизмом к вышиватничеству, короче. Это пришло, патриотизм перерос у нас в стране, там, в России, в состояние полурелигии. Это полурелигия. Что бы людям ни говорили, какие бы доводы ни приводили, они верят в это. Все. Их не переубишь, они верят. Слепая вера – это религия. Вот как по поводу этого вопрос тебе такой еще. Сейчас формируют в Украине такие черные списки музыкантов, которым стараются не давать выступать, следят за их действиями и тому подобное. То есть есть как бы группа людей, которые собирают эти черные списки и обнародуют их. Я так понимаю, вы там тоже, конечно же... Ну, естественно, есть. Эта история началась с 2015 года. Мы занесены в список вот этого музычного оперу первыми. Мы там первые в списке находимся с 2015 года. Что ты думаешь по поводу таких списков? С 2015 года мы выступали в Украине неоднократно. Ну, вообще, смысл людям этим заниматься? Зачем они этим занимаются? А им просто делать больше нечего. Вы видите, короче, их борьба за Украину в списках. А моя борьба за Украину – это когда группа Ginger выходит на фестиваль Вакин, на главную сцену, open-air сцену, первая из украинских групп, и говорит: а сейчас мы вам привезли хардкорчик из Украины. Из Украины. Это звучит на каждом концерте. Можно зайти в интернет, открыть ютубчик, посмотреть на записи с телефонов вот этих всех. И это есть на каждом концерте. Таня на каждом концерте говорит: из Украины, из Украины, из Украины, из Украины. We're Ginger, straight from Ukraine. And right now, we are Ginger, not from Poland, we are from Ukraine. This is something we brought from Ukraine. And this is some hardcore. Bring some hardcore from Ukraine. That's cool, we are Ginger from Ukraine. And we're ready to go on. Because we brought you some portion of hardcore from Ukraine, alright? We're Ginger from Ukraine, and we're very, very glad to appear here tonight. There's some hardcore from Ukraine! Come on. This one is from Ukraine. Cool. We're Ginger straight from Ukraine, and right now, this is Ukrainian hardcore that we brought. Вот моя борьба за Украину. Моя борьба за Украину — это то, что после подписания Ginger на лейбл Napalm Records на него подписали еще сколько украинских групп? 3. Stone Jesus, Всего 5. Мотанка, Space of Variations и 1914. Ага, да, То есть после Ginger на этом лейбле появилось 4 группы из Украины. Вот моя борьба за Украину. И за украинскую тяжелую там, сцену, музыку. Ответил. Ну а дальше, ребята, вы можете дальше составлять списки. Может быть, так будет кому-то лучше, вам в первую очередь. Мы должны все-таки поговорить про концерты в России и почему, собственно, я считаю, что это нужно делать. Меня во всей этой ситуации добивает вот это наличие двойного стандарта. Скажите мне, давайте обсудим это в формате диалога. Скажите мне, почему десятки российских групп в течение года приезжают в Украину, играют концерты, выступают на фестивалях, а украинская группа и ее выступление в России осуждается? То есть те же самые люди, которые приходят на фест,
И пляшут под сплин, под что там, порнофильмы, ходят на концерт Noise MC, поют его песни, потом позволяют себе обвинять группу Ginger в том, что она едет в Россию. В чем разница? Но люди, во-первых, думают только о себе, когда идут на концерты русских команд. Они думают о своем удовольствии, они не думают по поводу ответственности этих групп. Тут они к вам относятся как к своим односельчанам, грубо говоря. Вот, мы не хотим, чтобы наши украинцы позорили страну. Они считают, что это позорит страну. Потому что едут в страну оккупанта, который, как пишут, да, что страна-оккупант, это как будто бы ехать к Гитлеру в фашистскую Германию во время войны с ним. Вот так, да? Вот, я, естественно, это читал. Риторика да, такая, да, идет. То есть, и ответ, например, если мы едем выступать для наших фанатов, а не для Путина и его окружения, не проходит для этих людей, да, то есть они не соглашаются. Я думаю, что мнение может быть и такое, и такое. Морды бить друг другу за это, наверное, смысла нет. Я считаю, что каждая группа должна сама решить для себя, готова ли она ехать в Россию, противно им это или не противно, да, выбрать для этого подходящее время. Ну, теперь моя собственная позиция и основная причина, почему мы решили выступать в России. Во-первых, сравнение с Второй мировой войной недопустимо, потому что когда начинаются вот эти расклады, что это как поехать в Германию, значит немецкие группы могли приехать и играть, да, то есть уже не сочетается. Далее, насчет оккупантов и войны. В 2018, я специально зашел и почитал об этом, в 2018 году Россия все еще была, в 2018, в 2019 немножко поменялось, но цифры не сильно изменились. Россия уже еще оставалась главным экономическим партнером Украины. 15% импорт, 8% экспорт. О какой, мать вашу, войне и оккупантах мы говорим, если мы торгуем с этим оккупантом? На самом высоком уровне. Отправляем туда масло подсолнечное, сырье, металлы. Ну, то есть то, чем торгует Украина в основном. Не там, высокотехнологичными товарами, но вот этим всем. А это все идет в Россию. Цифры колоссальные, это миллиарды. Я что-то не помню, чтобы Советский Союз торговал с Германией во время Второй мировой войны. Ну, конечно, тут связь намного больше. Связь. Далее. Если даже представить, что, прийти с этой позиции, что оккупанты, агрессия и все остальное. Когда российская группа приезжает сюда, она привозит сюда российскую культуру, российскую музыку и российскую сцену. Если вы думаете, что группа приехала, отыграла, получила внимание, гонорар, взяла его, уехала в Россию и потратила там, вложив эти деньги в экономику России, то этим все ограничилось? Нет. Этим не ограничилось. Люди, которые послушали группу условно какую-то там на концерте, на фестивале, они потом зашли в YouTube, посмотрели клип, они зашли на Spotify, послушали песни или какую-то другую платформу. И по сути, это уже фанаты российских групп. Они уже там. И косвенно они приносят деньги в экономику Ну, всю жизнь фанатели украинцы. Тех самых оккупантов, про которые говорят. То есть происходит экспансия, культурная экспансия российской сцены. Если бы украинские группы выступали там, они бы это делали противоположным способом. То есть, во-первых, да, действительно, тяжелая музыка – это не та музыка, которую слушают люди в погонах, которые сидят в Думе и во власти в России. Ну, просмотрите на эти концерты в России. Ну, вы что, серьезно считаете, что это власть имущие? Серьезно? Это молодые люди, наиболее прогрессивные люди и люди, которые в большинстве своем против режима. И приезжая туда и играя в России, мы привозим им нашу культуру и включаем их в нашу фан-базу. То есть это люди уже связаны с украинской культурой, с украинской тяжелой сценой. Они так слушают нас. То есть если мы сейчас зайдем в Spotify и посмотрим статистику Ginger, в России Ginger слушают больше, чем в Украине. С точки зрения вот этой вот борьбы и патриотизма, что из этих раскладов более выгодно для Украины? Поехать туда. Ну, да. То есть наши двери открыты, заезжайте к нам, играйте, забирайте слушателей, забирайте условные вот эти часы прослушивания, все так забирайте. Они ездят, такими не запрещают ездить, смотри. В принципе, это закон есть какой-то, да, в Украине по поводу того, кто может заехать, а кто не может заехать. То есть не может заехать тот, кто, например, несанкционированно въезжал в Крым, да, через территорию
России. Вот им запрещено Да, им официально запрещено. на законодательном уровне выступать. Им например, группа «Ногу свело» не может приехать, одна из моих любимых групп, да? Я не против, ну ладно, с этим мы не будем. Оно есть, это закон. Всё, с этим да, спорить да, не окей. будем. Значит, если нет закона, что запрещено есть, значит, пусть ездят и российские группы сюда, и украинские группы туда, если хотят. То есть, например, если мне противно ехать, не хочу, в принципе, ехать в Москву и в Питер, мне почему-то мерзко, не знаю. Хоть там у меня есть друзья какие-то знакомые, да, я с ними переписываюсь, понимаю, что они тоже ненавидят этого Путина, да, но как бы мне просто не хочется, неприятно ехать, значит, я не еду. Я не знаю, если бы мне предложили там какие-то большие бабки. Знаешь, там, но поехал бы, во-первых, давай так, короче, но давай не будем лукавить. Если бы у тебя были 1000 фанатов в Москве, ты бы то так тогда же бы думал? сел бы и думал бы. Ты бы так же Я думал? бы думал Костя? тогда. Ты бы думал. Я бы думал, ехать или нет. Я бы сел и... Сейчас у меня нет такой даже мысли. То Вот, есть смысла потому что у тебя нет анализировать. этих 1000 Я фанатов. пытаюсь тебя на твое место поставить, и вот и что бы Ты я сам сделал. сейчас ответил. Не знаю, что бы я сделал. Ты То еще есть- не знаешь, но факт же заключается в том, что у нас там есть фанаты. Эти люди, которые нас ждут, которые думают совершенно иначе, чем вот эта вся серая масса, которые слушают наши песни. В наших песнях изначально был посыл, который мы не скрывали. Не скрывали. У нас есть тексты, которые говорят о событиях на Донбассе, о событиях в целом в мире, о войне, о там, идеологии, о ложных идолах. Мы об этом всем говорили. Это люди слушают это, вникают в это. Почему мы не можем поехать и сыграть? Тем более, что это благо на самом деле для этой страны. А не для Вы другой. имеете полное право на это. Ну, как бы по закону и по всему. То есть вы же не Ну, нарушали я не закон, понимаю да? осуждений. Я честно, я не понимаю осуждений. Это полнейшее вышиватничество. Но они этих осуждений не может не быть в современной Украине. Просто так надо это, наверное, принять как-то. Наверное. Скажи, пожалуйста, по поводу того, насколько ты следишь вообще за политической ситуацией в Украине, за то, чем занимается сейчас президент Украины, за кого ты голосовал на выборах? Я не голосовал Не на выборах, начиная с 2000... Когда были последние в пару мирной лет Украине? назад, да? Нет, в мирной Украине, я имею в виду до 2014 года. Начиная с 2014 года я не голосовал, потому что я жил вначале в Львове 2 года, и это опять упиралось вот в оформление, там, внесение в списки. Я был постоянно в турах, просто не было возможности этим заняться. И так это продолжается до сегодняшнего дня. Я просто не имел возможности голосовать, поэтому не ходил на выборы. Если бы вы меня спросили, за кого бы я проголосовал, Ну вот был вариант, да, Порошенко, Зеленский. ни за одного из них. Я бы, наверное, за Ющенко проголосовал. Он же баллотировался на прошлых Разве, выборах. да? Да. Не помню, разве? Ага. Знаете, Ты если не разочаровал тебя Ющенко тогда в тот период? очень легко разочароваться сразу, а потом спустя много времени понять, что на самом деле... Вот объективно я считаю, что Ющенко самый адекватный президент за всю историю независимой Украины. Да, но он Несмотря на все недостатки, из всех он самый адекватный. А знаете, есть какой самый большой довод в мою пользу? Это единственное, о котором мы не помним. Ну, но он как-то просидел свой срок, знаешь, типа на него такие надежды были, что он там выведет страну на новый уровень, а он типа как бы отсидел. свой Да срок. невозможно вывести страну на новый уровень за один президентский срок. Есть даже такое мнение, что вся загвоздка демократии современной в том, что 5-летний срок, за 5 лет невозможно сделать какой-то рывок, скачок и кардинально поменять все. Вот есть такое мнение. Я не то чтобы его сторонник, но оно есть, да. И каждый раз, когда мы пытаемся выбрать какого-то нового человека на выборах и ставим просто надежды на него такие, возлагаем колоссальные, верим, что сейчас это мессия, он нас спасет, это же, самообман. Это самообман. Люди, 73% этих проголосовали за Зеленского в надежде, что сейчас все поменяется, мир наступит и все, и вообще сейчас все будет в шоколаде, и тарифы упадут, ничего не произойдет. И нужно просто выкинуть это из головы, вот этот, детский лепет, веру в какого-то царя, который сейчас нам будет помогать. Вон там есть в России уже царь, 20 лет там Ну, вот сидит. стараются за 20 лет что-то поменять, в итоге там такая деградация такая. Ну серьезная. да, на сегодняшний день конкретная деградация. Конкретная деградация, в политическом плане однозначно. Ну, что ты скажешь по поводу белорусской ситуации? Очередная трагедия, да. Вот, Лукашенко засел, никто не может его оттуда туркнуть. Никак. Знаешь, Он, может быть, и не такой бы, в принципе, был и плохой в целом-то. Но у них есть такое понятие, как стабильность. И вот люди, особенно среднего возраста и старше, они сидят и держатся за эту стабильность.
Но стабильность – это всегда стагнация, она никуда не ведет. Ты либо развиваешься, либо откатываешься назад. Срединного положения нет, поэтому и стабильности не существует. Это очковтирательство. Вот. И никто не может его сейчас смести. Да? То есть колоссальное движение народных масс все равно не получается. Ты согласен, что они мирными протестами пытаются это решать? Или Согласен мирными полностью. протестами невозможно? Согласен полностью. У нас уже есть пример немирного решения. И куда это все привело? Я согласен, я поддерживаю протест, он должен продолжаться, но исключительно мирными способами. Это то, что я говорил еще во время нашего Майдана. Вот в тех самых постах, которые никто не вспоминает и никто даже не пытается читать. Ну, как ты думаешь, смогли бы в Украине мирными протестами свергнуть Януковича тогда? Да. Он даже, по сути, отказался от дальнейшего политического будущего. Он уже тогда, во время Майдана, пошел на попятную, на уступки. Ну, видно, кому-то этого было мало, и события развернулись, как они развернулись. А по большому счету он сдался еще во время некровавого Майдана. Но он там же власть не отдал, он как бы пошел на Он уступки. дал на уступки, там да. некоторые... Пошел на уступки. Там уже хотели... Ну, вы же понимаете, что произошло. Если вкратце про 13-14 год, нужно признать, что Янукович был законно избранным президентом, которого поддерживало большое количество населения. И уйди он просто вот так вот, уйди, никто не знает, как бы получилось бы дальше. Да? То есть, он же, по сути, предал бы своих там избирателей. Весь этот Восток, откуда я родом, хотя я за него не голосовал. Вот, и, естественно, он не мог это сделать, но он пошел уже на уступки, он там согласился на досрочные выборы, на изменения в Конституцию, насколько я помню. Почему сейчас об этом никто не говорит? Почему об этом не говорили сразу после Майдана? Почему вообще нужно было делать то, что сделали, если он уже согласился? Слушай, я на самом деле уже вот этот момент по поводу согласился, не согласился, не помню. Помню, что уже Майдан был настолько уже заведен, и уже не шли по Да, там этому нужно было пути. только искру подкинуть. То есть, ее да, подкинули. и там люди уже сами инициативу проявляли, там даже уже не нужно было со сцены что-то говорить. А им дали вот этот вот контраргумент, когда постреляли на людей, и все, это уже как бы А кому это переполнило было, чашу. скажите, кому это было выгоднее всего тогда? А кто организовал стрельбу? Вот никто не знает до сих пор, хотя обещали. Обещали сказать, и все, и молчат. Почему не развивается этот процесс никак? Кому нужно было выгодно в момент, когда Янукович уже, по сути, сдал заднюю, продолжать весь процесс, подливать масло в Стрелял огонь? кто? Стрелял те самые, как эта организация называется? Спецслужбы? Беркут, да? Да. Беркут. Кому он принадлежал? Ну, то есть, кому Кому принадлежал он Беркут, там это- отчитывался, непонятно. да. Знаете, люди в масках, а не люди в масках. Я Ну, не это очень можно люблю копаться, его. я тоже не Это сильно можно знаю, бесконечно об этом говорить. Я изначально, если кто-то хочет узнать мою позицию, я изначально поддерживал Майдан как движение, и однозначно он нужен был. Во что это все вылилось, однозначно негативное отношение. И Вот так. результаты негативные. были. Абсолютно негативные. Ну как можно назвать их позитивными, если мы остались, страна осталась там без Крыма, без Донбасса, по сути. У нас военные действия на востоке Украины до сих пор происходят. И в украинском обществе присутствует раскол. Ну как это можно назвать позитивным? Естественно, хорошо бы, если бы все произошло мирным способом. Правильно? Поэтому, когда меня спрашивают про Беларусь, я говорю только про мирные способы решения этой ситуации. Ну, я себе представляю просто это так, что Майдан не привел к потере Крыма. Я считаю, что Майдан привел вот к свержению власти, а к потере Крыма уже привели действия страны-соседа в первую очередь. Однозначно, которая воспользовалась протестными по отношению к Майдану настроениями. И беспорядками в стране. И беспорядками в стране. Да. Но Россия не могла зайти сюда и начать здесь диктовать условия в Донецке или в Крыму, если бы ее не поддержало местное население. А ее местное население поддержало. Ну, потому что во многом оно было обработано пропагандистами. Естественно. Как Это ты, кстати, тоже. к пропагандистам относишься, к этим российским? И там звучали эти фамилии сейчас, как, я не помню. Соловьев, Киселев. Я ни разу их не смотрел. Не смотрел? Ну, это очень смешно. Я знаю, И что мои мерзко. родители там его смотрят, но и относятся к нему. Они мне сами говорили, что они сами этому уже не верят, там и все остальное. Да, ты Но я веришь, ни да? разу не смотрел ни того, ни другого. Ну, это просто очень смешно. Я рекомендую тебе чисто вот, и мерзко, и смешно, и мерзко одновременно. Да, Так же, мерзко. как там «Россия-1» канал посмотреть, как они рассказывают о том, что здесь происходит.
То есть тоже очень такое. Да, вы знаете, ну, с другой стороны, давайте уже, если объективно, нужно же как бы не забывать о том, что с нашей стороны пропаганда действует не лучшим образом. Есть, наверное. Но я вот даже сравниваю, знаешь, вот украинское телевидение, тут такого не позволяет вранья в себе. Я не знаю, как-то они вот мягче это все намного. То есть там позволяют. Вот даже... Позволяют на 100%. Я говорю о том, что я сам видел и сам переживал, и чему сам свидетель. В июне 2014 года я переехал во Львов. Тогдашняя моя супруга была беременна, и я не мог оставаться в Донецке, потому что не хотел, чтобы вот в этих условиях непонятно что, как это вообще будет, еще и там у меня жена беременна, надо ехать куда-то, где мир. Я поехал во Львов. Перед моим выездом из Донецка я, по-моему, включил или пришел к родителям, они телек смотрели. Там есть такой персонаж, сейчас его фамилию попытаюсь вспомнить, Губарев, по-моему, такой сепаратист с ненормальными вообще какими-то там воззрениями. И он, в принципе, ненормальный, когда его слушаешь, смотришь, он нездоровый. Вот он стоит на площади Ленина и начинает толкать телегу, речь такую, про то, что какое-то очередное перемирие они заключали. Перемирие не соблюдается с той стороны, мы вообще это все перемирие имели, они по нам постоянно стреляют, мы будем отвечать им тем же. Такой вояка, блин. Я, слушаю, думаю, кошмар, что же происходит, надо быстрее, уезжать вообще. На следующий день или через 2 дня я приезжаю во Львов, заселяюсь в съемную квартиру, включаю, там телек такой маленький стоял, и этот же персонаж на канале 1+1, порезанный, говорит примерно следующее. Начинается с фразы: «Имели мы ваше перемирие, мы будем по ним стрелять». И в этом ключе. То есть, что произошло? Украинское телевидение взяло речь сепаратиста, отрезало от него контекст, выбрало фразу, которая ему удобна, и запустила в эфир. Самую громкую фразу. Самую громкую фразу. В пропагандистских целях. В целях создания врага. И осветления ситуации, которая тогда происходила, однобоко. Это пример мой личный. Я это сам видел. Я не прочитал. Я видел это своими глазами. Во время войны всегда идет пропаганда с двух сторон. Да, собственно, пропаганда, знаете, когда я жил во Львове, я каждое утро слышал по сотне обстрелов. Это первое, что говорили в новостях. И постоянно во всех новостях есть тема России. Она есть везде. Она есть везде. В Украине уже создается впечатление, что, тема России – это одна из основных тем. То есть там про экономический крах в ней, про там разбитые вот эти дороги постоянные. Но дороги, кстати, в России лучше. Моя нынешняя жена из России, и я там был буквально 2 месяца назад. Нельзя сравнивать дороги в России с украинскими. Но это только такой частный какой-то пример. Пропаганда действует с обеих сторон, и она далека от истины. А истина, она всегда где-то посередине. Так, давай дальше тогда двинемся. Скажи, пожалуйста, там уже эти были посты не только у тебя. Я знаю, что Таня что-то писала. Да, тоже. писала во время Ты Майдана. Можешь рассказать о чем? Потому что я их не нашел, если честно, когда готовился. Потому что мои посты до сих пор в интернете, они никуда не удалялись. Танины удалили мы. О чем там была речь? Речь шла как раз о пропаганде на канале 1+1. ТСН, там все дела. Исключительно о пропаганде. То есть там было 2-3 поста про то, что на ТСН и на 1+1 не говорят о том, что происходит, по сути, на Майдане. Не говорят о том, что там какой-то был пост про беркутовца, помогающему протестующим, перевязывающего. То есть вот этого не покажут на ТСН. Это я дословно помню, вот это было. То есть Таня постила о пропаганде. О пропаганде. И за это на нее были там нападки после этого. Потому что патриотизм, слепая вера во все. Только одна позиция и не принятие другой точки зрения. Но может быть здоровый патриотизм, как ты считаешь? Нет. Патриотизм для меня зло. Что ты вкладываешь в понятие патриотизма? Вот это и есть слепая вера в то, к чему ты не имеешь отношения. Вот эта вот история, мова, как там было? Мова, вера, армия. Да? На билборде у Порошенко висела. Я не помню. То есть армия – инструмент насилия. Поставить это во главу угла – это вообще какая-то дичь. Она, конечно, необходимая вещь, без нее никуда, мир не идеален. Но, в принципе, люди с оружием готовы убивать других людей. Это, я считаю,
не здраво, не гуманно и достаточно устарелое вообще понятие. Дальше мова и вера. Ну какое отношение вы имеете вообще к мове, к украинскому языку? Вы его что, создавали, придумывали? Вы сами только что переобулись и разговаривали на русском, а теперь не стали, короче, якобы поддерживать украинский язык, хотя, уверен, на кухне все по-русски разговариваете. И вера, да вообще, религия – это, блин, зло. Зло. Про религию все понятно. Да, ну тут даже никто со мной спорить не будет, короче. Вот что патриотизм. Как можно в это все верить и ради этого там строить свою там, идеологию, совершать поступки? Елки-палки, ну это же, блин, это варварство. Это варварство. Никто из здесь живущих нашего возраста или старше не имеет отношения к Украине как таковой. Ты ее не создавал, не строил, ты не являешься там отцом вот этих вот наследия исторического. Ты это все родился и принял на себя, одел на себя, и теперь ты этим гордишься. Ну, почему не гордиться родным Гордись городом? тем, что ты сделал Ну, для понятно. этого города или для этой страны. Главное, чтобы у человека было желание делать для этого города, Вот, а не уезжать вот. куда-то, например, жить за границу и жить там для правильно. себя. Вот это, если есть у тебя это желание, пожалуйста, занимайся. Но, блин, бить себе пяткой в грудь и кричать, какой ты, блин, нафиг патриот, и все остальные, блин, уроды и гондоны. Ну, Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, была ли проблема языка вообще в Украине когда-либо? да. Какая, в чем выражалась? Но она, в первую очередь, выражалась в советское время в ущемлении там, украинского языка в определенном плане. Но, опять-таки, давайте не будем гипертрофировать, как нам это сейчас любят все преподносить, и рассказывать про то, что украинского языка вообще не было в Украине, в советской. Это абсурд и неправда. Буквально вот когда-то не очень давно общался с Динайсом. Динайс мне сказал, ну, все мы знаем Дорофеева, да? Он мне сообщил интересный факт. Он мне сказал, что в советской Украине книг на украинском печаталось больше, чем в независимой Украине. Я верю Динайсу. Да? Если приехать в Припять и посмотреть там на надписи, да, в мертвом городе, на каком языке? Не был никогда. Ну, а на видео ты не видел? Ну, на русском там? Или на... Нет, ну. не на русском. Ну, это же вот капсула времени, правильно? Откуда там взяться украинскому, если украинский язык так сильно ущемляли? Однозначно, гонения на украинский язык были в разные этапы. Но был период советской украинизации. Почему об этом никто не говорит? У меня лично с украинским языком нет никаких проблем. Все люди, которые общались со мной во время там, моей жизни во Львове, свидетели того, что я общался со всеми украиноязычными людьми на украинском языке. А вопрос, ущемляли ли русский язык в современной Украине? На сегодняшний день – да. И я могу объяснить, что я имею в виду в этом плане. Мы говорим о родном языке для многих-многих людей. То есть люди рождаются, живут в семье, общаясь на русском языке. К моменту поступления в школу у них нет возможности в школьном формате изучать свой родной язык. И происходит подмена понятий. Вот эти все билборды «молимося українською», рідною мовою. Да, но по сути нельзя подменять понятия. Если у человека родной язык русский, так сложилось, то ему нужно дать возможность хотя бы на раннем этапе, в начальной школе, изучить основы своего родного языка, а не приходить в школу и не учиться писать и читать на украинском. Украинский – это другой язык, это не русский. Вот это совмещение, вот это понятие, что мнение, что они настолько похожи, что какая разница? Это удар, в первую очередь, по нашему подрастающему поколению. Мы получим на выходе поколение, а то 2 и 3 поколения людей безграмотных, у которых не будет ни письменной, ни устной речи, а будет сурж. Ну, документы должны уметь составить. Ну, Естественно. І поэтому, когда я прихожу в державні установи, я використовую виключно українську мову. И у меня с этим нет проблем. И поэтому после государственный язык один, украинский, всегда за. Но исключение русского из системы образования – это удар по подрастающему поколению. Это моя позиция официальная. Я считаю, что вот эта ошибка однозначна. И это нужно менять. То есть урок русского языка должен быть в школе? В начальной. Хотя бы. Достаточно первые 3 класса? чтобы Первые 3 было класса, всё да. это. Человек должен уметь писать и читать на родном языке. И русских школ недостаточно, да? Да их, по сути, уже и нет. Я читал год назад, потому что у меня вот в следующем году мой Ромка старший, он идет в школу, их нет.
Ну, однозначно он будет изучать русский факультативно. Я там найму или сам буду с ним заниматься, сидеть. Мы будем учиться писать и читать по-русски и по-украински. Сейчас я с ним занимаюсь чтением, и я ему четко объясняю, что вот эта вот буквочка в русском читается так, в украинском так, мы должны понимать, что это разные языки, и ты будешь знать оба. Но официально и система образования, ну, она просто не дает выбора. Она навязывает нам понятие, первое, что рідна мова єдина українська, хотя это не так, это мы все знаем. Для меня родной русский, но я никогда не отказывался от украинского. И я рад, что пожил во Львове и наконец-то смог на нем нормально разговаривать. Вот. Официальный язык должен быть украинский, но мы должны дать возможность русскоязычному населению изучать этот язык хотя бы в начальной школе, иначе будет трагедия. У нас есть вопрос от подписчиков. Что дает контракт с лейблом и зачем нужно это сотрудничество мелким группам и уже состоявшимся? Контракт с лейблом дает дистрибьюцию и точки сбыта вашей музыки. То есть, по сути, лейбл просто продвигает ваш продукт, выступает посредником между вами и покупателем. Продает музыку в интернете, продает музыку на физических носителях CD-дистрибьюторов, в магазинах в Европе до сих пор есть огромный магазин, куда можно прийти и выбрать диск или винил. И занимается пиаром этой музыки, релизов, то есть пиаром альбомов, синглов и Рецензию они занимаются. Вот это вот, да, вот это рецензиям, занимается всё, да. лейбл. Какие-то там статьи, ну то есть это все. Да? И клипы тоже помогают пиарить лейбл или нет? Клипы выходят на канале лейбла, но эта договоренность может быть изменена. У многих групп нет такой фишки. Но вы не просто выкладываете, где вы его там как-то бустите по-любому, да? Нет. То есть, или просто выкладываете Просто на всё, канале, или- просто то на есть, канале. У группы Ginger, слава богу, нет проплаченных постов нигде. Нет проплаченных views, нет проплаченных просмотров. Ну, на первых этапах, когда первые видео, понятно, ну, тут- Ничего не бустилось. Ну, я сидел в ВКонтакте в 2012 году и рассылал в личку людям. ну, да. Ну и вопрос, зачем это нужно группе? Ну, когда вот ты на определенном этапе доходишь до потолка развития через социальные сети и DIY, тебе нужен следующий буст, следующий уровень, это более широкая аудитория через лейбл. Вот для этого нужен лейбл. С маркетинговой точки зрения, какие ты можешь дать рекомендации группам, молодым группам? Ну, сейчас сложно давать рекомендации, потому что сейчас тяжелое время для всех групп, а тем более для молодых. Все сейчас в интернете, и большие, и маленькие, и, естественно, большие всегда будут затмевать собой маленькие группы. И для маленьких групп сейчас тяжелое время. В целом, когда все нормализуется, и можно будет играть концерт, мой главный совет для всех был это ехать и играть туры. Без концертов не будет ничего. Нормально для молодых команд проплачивать туры свои? Да. То есть это практика нормальная по миру, Всё абсолютно покупать слоты на нормально. фестивалях, Абсолютно. это окей, к этому не надо относиться как-то там. Это абсолютно нормальная тема, потому что если ты не заплатишь эти деньги как суппорт-банда, то ты, очевидно, заплатишь эти деньги клубу за аренду клуба. И это не будет клуб на 600 человек минимум, там, если ты с какой-то более-менее известной группой едешь. Это будет клуб на 100 человек. Ты заплатишь те же самые деньги. И, может быть, отобьешь, но навряд ли отобьешь. А если ты заплатишь эти условные там, пару сотен евро какой-то группе, приедешь с ними в большой зал, они придут в свою публику, и ты классно выступишь и заинтересуешь эту публику, то ты за один концерт, вот этот продажи мерча, вернешь те деньги, которые ты заплатил. И меньше гемора намного. Конечно, меньше, у тебя все организовано. Приезжаешь, играешь, уезжаешь. Я вообще обожал играть в суппорт, вот эти вот туры на разогреве. Мы там с арченами играли. Мы за них не платили, но не особо зарабатывали, чисто гонорарно. Как бы. Но за счет мерча и объема форченами у нас все очень хорошо получалось. Скажи, такой вопрос у меня есть. У меня много есть в окружении ребят, музыкантов, которые из-за того, что всякая бытовуха к ним в жизнь пришла, они там женились, у них дети родились, они в итоге забили на музыку. И вот я сейчас смотрю на них, и мне так вот смотришь, и у людей грустные глаза. То есть они не реализовали свои мечты, это печально. Вот у тебя, по сути, вот, у тебя твоя семья, где твой сын, и вот сейчас у тебя новая семья. Насколько это отнимает время, насколько это отнимает твою жизненную энергию, как ты с этим справляешься, и как у тебя получилось вот полностью реализовать себя в музыке, при этом не растеряв семейный быт и все вот это. Надо сказать, что, конечно, моя там первая семья и бывшая жена не очень меня поддерживала в этом плане, и это был повод для конфликтов периодически.
Ну, как-то прошел через это. Ну, у нас не было выбора в свое время. У нас был единственный способ зарабатывать — это играть концерты, поэтому не приходилось выбирать. Нужно было либо ехать концерты играть, получать деньги и жить за это с семьей, либо, не играть и идти, там, я не знаю, на завод. Ну, поэтому как-то удалось совместить. Сейчас ситуация там другая. Семья для меня — это такая отдушина от работы. Единственная возможность отвлечься — это когда я там общаюсь с женой или с детьми. Это единственный момент, когда там у меня нет этого постоянного желания залезть, проверить почту, количество просмотров, комментарии, сообщения в переписке с менеджером. Вот только тогда, когда я общаюсь с семьей. Поэтому это здорово, что она есть. Я бы, наверное, с ума сошел, если бы не было. А вот расскажи, у вас внутри коллектива роман существовал когда-то или нет? Ну, я встречался с Таней, да, Как но ты это до вообще смог в группе осуществлять, реализовывать? И самое главное, как после разрыва отношений можно группу сохранить? У меня так разрушилась первая моя группа вот из-за таких отношений, и чуть не разрушилась вторая. Мужик, это сложно. Ну, и надо сказать, что когда я там расстался с Таней, у меня была затяжная депрессия, и это меня сподвигло на многие неправильные вообще решения в жизни, помимо группы, вне группы. Но удалось, потому что, ну, наверное, музыку мы очень сильно любим оба. И мы же все равно друзья. Таня один из моих лучших друзей, в принципе. Мне их не Вам так уж и удалось много. сохранить дружеские отношения? Все Да, нормально? более чем. Я, обожаю этого человека. И самое классное, что вот спустя, мы расстались в 2013 году, 7 лет прошло. Я больше не смотрю на нее как на женщину. Она для меня вот именно сестра. И я ради нее там готов на многое, всегда помогу. Один из самых близких людей у меня в жизни. Вот так получилось. Расскажи, пожалуйста, там у нее, я так понимаю, сейчас любовь новая есть. Ну, там мне там немножко нашептали, что чувак из группы Suicide Service. Silence. Suicide. Silence. Окей, сори, неправильно Ничего. записал. Ну, как барабанщик, да? это Барабанщик группа? Suicide Это крутая группа, я не слышал их, правда. Крутая группа или так? Ну, да. Окей, хорошо. Кто круче, вы или Suicide Silence? Это сейчас сложно судить. Сейчас сложно судить. И Но они в Киеве сейчас тусуются, правильно? только он, Алекс. А Таня где? С ним. Ну да, они вдвоем в Киеве. вдвоем тусуются. Они муж и жена. Я понял, я не знал. Я думаю, так, Роман. Не-не. Секреты раскрыли. Понятно, ты видишь как. И что в Киеве на Троещине тусуются. Да, неплохой райончик. Там, правда, иногда там такой момент с этим районом, что там иногда начинает говном вонять почему-то. Там Говном, по-моему, в Киеве воняет периодически везде. Знаешь, короче, я вот думал, сейчас поселюсь на Русанских садах. Будет классно вообще, зашибись. Деревня посреди города. Приехал первый раз, посмотрел хату, думаю, офигенно, классно, короче, блин. На второй день выхожу на улицу, уже живу там, деньги заплатил. Еще месяц. А там, оказывается, есть такая проблема. Потому что частный сектор и все дела. Ну, что поделаешь. И там бедные люди, которые живут на поздняках, да, там периодически несет, в зависимости от ветра. Да, вот это там, да. Ну, блин, а что делать? Хорош, на такой коричневой нотке можно и заканчивать интервью. Пожелания нашим слушателям. С Новым годом, наступающим Новым годом. Я думаю, что когда вы это все посмотрите, он уже наступит. Всем мира, добра, любви. Не надо все сводить к черному и белому. Правда всегда посередине. И не все... То, как вам что-то кажется изначально, это не всегда так. Надо вникнуть в проблему, вникнуть в вопрос, чтобы объективно нарисовать для себя картину, как это есть на самом деле. Супер. Спасибо вам. Спасибо. Справились. Спасибо.